Укроп, друзья мои, кто из нас не мечтает, чтоб эта зелень была у нас на столе круглый год? Кто-то ее выращивает на балконе, кто-то дома на окне, а я в огороде. А где взять семена? Все можно купить. Но вы знаете, те, кто продают семена, они их покупают сотнями килограммов. И что вы думаете, их можно сразу продать? Нет. Они их продают несколько лет. И вот вы, когда сажаете свой укроп, очень долго ждете, когда он взойдет. А бывает и совсем не всходит. А потому что семена старые. Семена уже непригодны к посадке. У них есть срок годности. И этот срок давно истек. Поэтому я собираю свои семена и сажаю укроп весь сезон, с апреля по сентябрь. А что для этого нужно, спросите вы? Да все очень просто. Все очень-очень просто. Берем бумажный пакет, в моем случае из-под муки, и когда ваши семена стали темно-коричневыми, осторожно складываем в этот пакет. Конечно, не порвите его. Осторожно тянем за стебель укропа и кладем в пакет. Что тут сложного? Главное, не прозевать момент, когда пойдет сильный дождь, и все ваши семена опадут на землю. Конечно, они не пропадут. На следующий год они взойдут. Но вам бы хотелось, чтобы это было ровненько, на грядке, борозда за бороздой. Красивое зрелище. Друзья, а какой укроп я сажаю? Один из лучших сортов укропа – укроп Кебрай. Купив 2 грамма укропа, на следующий год я собрал 50 грамм укропа. И когда у меня освобождается место после лука, после других овощей, я быстро перекапываю грядку и снова сажаю укроп. И поэтому все лето у меня ароматная, эфирными маслами пропитанная зелень. Нет ничего лучше. Когда ваша картошечка в мундире очищенная лежит на тарелке, и вы кладете туда ароматный укроп. Вот, друзья, собрали, берем ножницы, и первый пакет готов. А вот другая полянка. Видите, здесь у меня петрушка, укроп
И уже молодой укроп, тот, который я посадил после лука. Нескончаемые гряды укропа. Скажете, а куда тебе столько укропа? А ведь его можно сушить. А ведь из него можно сделать укропную пасту. А самое простое — взять и заморозить. Видите, даже Джессика, собака моя, и та понимает, сколько укропа нужно сажать в огороде. А придет зима, а я в деревне, мне до гипермаркета не добраться. Да и какой укроп вы там купите? Там запаха-то нет, одни нитраты. А здесь берем, сажаем, потом складываем в пакет, обрезаем верхушки и на хранение. Что в этом сложного? Друзья мои, потратьте 10 минут, и у вас будут свои семена. Свои семена укропа, которые в любой момент можно высадить на освободившуюся площадь земельную. Просто взяли, перекопали, сделали бороздки, посыпали укропчик песочком, не сахарным, и насыпали в бороздки, утрамбовали и полили, а то и поливать не надо. Дождик польет. И всегда пряная зелень. Каждый день. Можно просто взять и на бутерброд положить. На рыбку, на мясо, на сыр. Джессика уже облизывается, как я про рыбку и мясо заговорил. А салаты, видите, там парничок с помидорками. Чио-чио-сан, розовый. Ва! Помидорчики, огурчики, укропчик, петрушечка. Основная еда круглый год, летний для меня. А что бы я делал без укропа? Как у нас бывает? Созрели огурцы, созрели помидоры, а укроп уже на семена готов. А молодого-то, ароматного, пряного, с эфирными маслами нет. Да, автолавка приедет ко мне, и я там укроп куплю. 300 рублей маленький пакет, потому что дефицит. Что вы думали? Люди на всем деньги делают. Огурцы солить, а грибы солить. Где взять укроп? Ой, пойду к соседке кланяться. Дайте, пожалуйста, мне зонтики укропа. Очень нужно. Да бери, бери. Будешь меня 2 месяца в город возить.
я тебе все дам, лишь бы ты меня в город возил. Баш на баш. Так что, друзья, берем, сажаем укроп, помидорчики. Укропчик, прелесть-то какая! Вы смотрите, какая прелесть, друзья! И сколько времени я потратил. Вот я неловкий такой. У меня, говорят, руки не из того места растут, а любой другой, а барышня-то... Ой, да за минуту этот укроп в пакет напихает и пойдет другими делами заниматься. У нее все быстро получится. Но мне времени не жалко. Главное, чтобы свои семена из укропа для себя, для любимого были. Вот она, эфирная прелесть. Вот он, укропчик, кебрай, самый лучший сорт. О, готово. Собрал. Так, Джессика пришла, контролирует процесс. Как же, вот что-нибудь да начудит. Вот возьмет что-нибудь и начудит. Глаз да глаз за ним. О, второй пакет. Вкусно пахнет. Вкусно. А вот петрушка. Скажете, ну это-то зачем? Купи. Чего там, ее же мало надо. Нет, друзья, сколько раз сажал петрушку, и у меня не всходило. Кругом обман. А я говорил, что те, кто торгует семенами, покупают их сотнями килограммов. Сотнями. И что вы думаете, они это сразу продадут? По 10 лет будут продавать. Поэтому семена у нас и не всходят. Потому что покупаем, ой, это подешевле на 2 рубля. Надо брать петрушку. А она в 19 веке была сделана. Какой там срок годности? Дурят нас, поэтому берем, сажаем петрушку кудрявую, выросла, берем, осторожненько срезаем ножницами и кладем в пакет из-под муки. Ну что тут сложного? Вот салатик приготовили, укропик у вас есть, и лук зеленый тоже у меня, между прочим, многолетний, который дает зелень с начала мая по октябрь. Из чернушки выращивал. Хлопотно, но вырастил. Поэтому салатик у меня всегда лук зеленый, укроп эфирный и петрушка кудрявая. Петрушка. Сколько русских сказок про петрушку. Ведь очень приятная зелень. А что нужно? Оставьте петрушку на следующий год, и она даст вам цветы. Вот эти цветы я и собираю.
и кладу в пакет из-под муки, и все. Там не только цветы будут. Самая первая зелень, если вы оставили эти корешки. Да и корешки могут пригодиться. То корешки, то вершки. Вот все в этом деревенском хозяйстве, все идет в обработку. Укропчик, смотрите, какая гряда. А ведь это сентябрь месяц. Сентябрь, а у меня своя зелень. Помидоры поспели. Вот, друзья, берем пакет, второй, и на чердак, на сушку. Ждут, пускай, своего мгновения, момента. Дождались. Надо помять, чтобы семена в пакетик свалились. Вот что самое главное. Мнем, не спеша, чтобы не порвать пакет. Берем и мнем. Сложного ничего нет. Очень долго тренировался, чтобы была постоянная вибрация. Вы не думайте, я не алкаш. У меня руки, видите, трясутся. Это тренировка. Вот специально для того, чтобы вибрация была, чтобы укропчик сам отваливался и в пакет падал. Вот, друзья, вот что такое тренировка. Тренируйтесь. То же самое будет. Берем из пакетика, высыпаем в миску. Ну, не очень презентабельная миска. Что было, то было. Главное, чистое. Местами. Мнем. Вот мнем и все. Сложного ничего нет. Просто мнем, мнем, а укропчик высыпается. Что у нас получилось? Мусору, конечно, много. Что делать? Но сейчас мы и с этим разберемся. Сложного-то, ну ничего нет. Вообще. Все очень просто. Видите, несколько минут прошло, а я уже второй пакет обрабатываю с постоянной вибрацией. Долгая тренировка, упорная тренировка. Мнем, мнем, мнем. Сложного ничего нет. Укропчик падает в миску, на подносик, а у нас декабрь месяц, точнее 16 декабря. Там зима, снегу немерено. Вот свободное время появилось, и я занимаюсь укропом на следующую весну. Так что ничего с ним не случилось. Дождался он своего часа. В дуршлаг тоже чистый, местами. Для укропа пойдет. Сеем. Картина «Сеятель». Где тут Остап Бендер бродит? Любимая картина. Так, сеем, сеем, сеем. Вот смотрю, уже сыпется там. Сыпется потихонечку. Ух ты, какая горочка-то хорошая, а! Какая горочка! Так, это откладываем, не выкидываем. Дальше в кофемолку и с пряностями. На суп, на картошку. Куда хотите. Самый аромат от этих вот стебельков укропа. Я потом их в доме вешаю под потолком. Вот аромат по всему дому. Печку затопишь, дрова в печке щелкает, и укропом в доме пахнет. Джессика сидит на полу, лапы облизывает после косточки.
мордочку об лапы вытирает. Что еще может быть прекрасней, когда на улице метель? Так, друзья, дело подходит к концу. Потихонечку уже, помаленечку. Ну, что-то останется. Не все же я там смог процедить. Но ничего страшного, мне и этого за глаза хватит. Мне этого на несколько лет хватит. Для того, чтобы укропчик у меня был круглый год. Летний. Зимой я не сажаю. Зимой у меня мороженый в пакетиках, в холодильничке. О, какая гурочка! О, какая прелесть! И здесь все, с укропом разобрались. Интересно, а сколько здесь укропа? А вот сколько? Но сейчас сначала вот это в баночку и в пряности на зиму, и борщи, и супы, и рыбные блюда. Все со своим укропчиком. Все здесь, друзья, вам пригодится. Все для вас. Вот что самое главное. Так, берем и высыпаем в баночку. Так, уже почти 20 грамм. Так, 24, 28. Что вы говорите? 30 грамм. А семена продают по 2 грамма. Деньги небольшие. Но, друзья, а вот эти всегда всходят. И всегда с укропом. Ну, дошло дело до стебельков. Скажете, а куда это? Ну, если вы не рыбак, то можете куда-нибудь приспособить. А вот я рыбак. Знаете, самая лучшая прикормка на леща. Берете перловку, кладете стебли укропа, сахар, заливаете в термос и заливаем в термос горячим кипятком. Закрываем термос, заматываем полотенцем, и на утро перловка пропаренная, зернышко к зернышку, пахнет укропом. Все, ваша прикормка на леща готова. Лещ со всего водоема соберется. Так, петрушечка помял и вперед. Потихонечку, помаленечку, руками жмых, 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 жмых. Она сыпется, она осыпается. И вот семена почти готовы. Осталось только крупняк выбрать, и все. А семена на поднос и взвешиваем. Ну что тут сложного? Ну что тут сложного? Немного времени потратили зимой 16 декабря. Представляете? Вот что в деревне в декабре делать? Вот меня не чистят. И не знаю, будут ли чистить зимой один в деревне. Вот сижу, сею семена,
укропа, петрушки. Вспоминаю лето, салатики. Ой, как здорово. Так, сеем, потихонечку, помаленечку сеем, просеиваем. Процесс идет сам собой. Какая горочка, хорошая горочка. Ведь классно. Повернули, вот так сеем. Ну, уже вот видно, что петрушечка, семена провалились. А вам-то нужно всего 2 грамма петрушки. А здесь вот точно не 2. Здесь-то поболее будет своих семян, у которых срок годности несколько месяцев. Вы улавливаете разницу? Несколько месяцев или 19 век? Вот она, свои семена из укропа, свои семена из петрушки. Просто и очень удобно. Ну, шикарно. Шикарно, друзья!